Я когда-то меня зажег в товар, который вообще не пошел. Через 2 года выпустил Apple и Samsung такой же товар. Это был телефон. Сейчас это Apple Watch. Часы. Сейчас это Apple Watch, да. Помню, как мы с ним конкурировали на розетку со столиками. Тут появляется какой-то уф, хер его знает, какая-то херня. И начинает меня выбивать. Да не может такого быть, реально. Добрый вечер. Тысяч на 70 я покупаю первую партию электронных книг. Занял, внимание, по 2% в месяц. Ты вписался прям в такую вот историю, а если бы не продал? Прикинь, я в шоке. То есть... Я бы сейчас на себя сам посмотрел и сказал, ты что, Да. вообще что ли? Буквально за месяц. Ну там у меня словно 70 или 80% партии продалось за месяц. А что, так можно было? Что это вообще работает так, да? 2 месяца назад я исследовал Антарктиду. Стрёмно было? Мне было интересно, а всем остальным было стрёмно. Сегодня мы на яхте с Сергеем Тарасовым. Сергей последние годы занимается яхтингом. Он настолько раскачал эту тему в Украине, что уже у меня очень много знакомых моих друзей были у него на яхтинге. ДЕ курс 108. Окей, верно. Ребят, ловите? Давай! Понятно. Более того, он не только устраивает ретриты яхтинговые, но еще и проводит обучение и выдает шкиперские права, настоящие вот капитанские права. И с Сергеем мы знакомы вообще с темой бизнеса с Китаем. А как вот он у тебя перешел плавно в яхтинг, откуда у тебя взялась эта идея вообще, и как ты вообще ее запустил? Насколько я знаю, это было давненько. Давненько, чуть-чуть. Да, 15 лет назад. И в те годы, да, в те годы это не было так, как сейчас, что там уже тьма логистов, тьма там консалтеров и так далее. То есть раньше было по-другому. Вот расскажи, как у тебя это получилось? Ну, так случилось, что в 14 лет мой папа, когда я захотел пойти с друзьями погулять, говорю, пап, я пойду с друзьями погулять. Он говорит, хорошо, иди. Я говорю, а дай мне немного денег. Говорит, ну, с друзьями идти гулять можешь, но денег поди сам заработай. Вот, собственно говоря, с тех времен я понял, что как бы надо зарабатывать. Когда учился в университете еще, меня что-то привлекли мобильные телефоны, и я сделал свой первый интернет-магазин, тогда учился на программиста. Это в каком году? Это 2002, кажется, да, 2 или 3 год, что-то такое. И я стал продавать мобильные телефоны. Сначала было там по газете, по объявлениям, а потом сделал интернет-магазин и пошло-поехало. То есть стал увлекаться этой темой, и в какой-то момент мы там делали до 200 отгрузок в день перед Новым годом. Но я всегда хотел делать что-то большее, для меня было недостаточно просто перепродавать. Мне всегда хотелось сделать свой бренд. Поехал в Китай. Причем поехал в Китай не потому, что хотел, как бы у меня было целенаправленно там какую-то электронику найти. Поехал в Китай, потому что я увлекался тогда чайными церемониями китайскими. Вот я еще... Интересно, да. Я еще... Расскажи об этом. Да, я еще чайный мастер, помимо всего. Сегодня будем пить чай. Да, я очень люблю эту традицию, невероятно. С киевским чайным клубом мы поехали в Китай по чайным плантациям. И пока мы там тусили, ездили на западном Китае, я решил, а почему бы не съездить в Шэньчжэнь, ввиду того, что я электроникой занимаюсь, помимо всего, и не посмотреть какой-нибудь там рынок, где можно что-то интересного найти. И таким образом, там, мне было 22 года, вот, я первый раз попал в Китай. Это какой год? 2009 год. 2009. Да, 2009 год. Я попал первый раз в Китай, не зная, естественно, ни китайского, английский ломаный. Вот, приезжаю в Шэньчжэнь, где вообще никто по-английски на тот момент не говорит. Это сейчас в Китае на английском как бы без проблем, да, с переводчиком и так далее. Вот, и таким образом я вышел на одну фабрику. Через продавцов тоже интересная история. Да, расскажи. Это ты на рынок электроники приехал? Да, я приехал на рынок электроники, да, в Шэньчжэнь. В Шэньчжэнь. Да, ну в Шэньчжэне это центральный рынок. Да. Окей. Приехал на рынок электроники и там нашел продавцов. Я, естественно, присматривался, что там спрос есть на рынке Украины. И тогда вот стали как раз входить в тему читалки, электронной книги. Да.
И я там нашел несколько продавцов, говорю, окей, давайте, мне там интересно посмотреть как на фабрику, действительно ли вы такие. Продавцы едут меня показывать фабрику, которая не их фабрика. Ну, как обычно, в Китае, собственно. Классика, да. Все нормально, да. Я приезжаю на фабрику, начинаю смотрю, качественная там книга и так далее. И когда ухожу, фотографирую на ресепшене название фабрики. Просто-напросто, вот так вот. Потом убиваю в интернете, выхожу на менеджера этой фабрики. Так я вышел на первую свою фабрику в Китае. В 2010 году я привез свою первую электронную книгу под собственной торговой маркой уже на тот момент, потому что мне действительно хотелось, я там сделал дизайн, там с китайцами, как всегда, там перевел качественно, хотя бы уже на тот момент перевел качественно менюшку с английского. Помнишь, сколько денег вот нужно было для того, чтобы сделать свой бренд, вот тебе первый? Сколько это было? На тот момент была минимальная партия 500 штук, 500 электронных книг, и они там стоили, по-моему, по $180, что-то такое было. В чем я эти деньги занял? Я бы сейчас никогда такое не сделал, честно. Занял, внимание, по 2% в месяц. По 2% в месяц, вот, у таких людей, которые наличкой, все как это самое. И там, сколько там, 70 я покупаю первую партию электронных книг. То есть ты вписался прям в такую вот историю, а если бы не продал? Прикинь, я в шоке. То есть я бы сейчас на себя сам посмотрел и сказал, ты что, вообще что ли? Стоит ли заказывать, если ты не знаешь, как будешь продавать? Конечно, нет. Сейчас я могу четко сказать, что у меня было очень много шишек, да, и не без этого. Я выгребал там с долговых денег и так далее. То есть я через все это проходил. И сейчас бы я сказал, понятно, что надо маленькую партию заказать, попробовать рынок и так далее. Но тогда как бы амбиции были капец. Вот, желание было, я же ого-го, да. Вот, я уже продавал там через интернет-магазин кучу товаров на Хотлайне. Тогда розетка только вообще начинала. Да, тогда начинала. Самый старт был исток, да. Да, они там на Подоле сидели в подвале. Да. Вот. Но благо того, что я просто знал, как работают интернет-магазины, потому что у меня самого были интернет-магазины, и я знал, как подъехать к розетке, да, чтобы они взяли мой товар. И они взяли? И они взяли. А они когда сходу. Это был конец 2010 года. Ага. Вот, мои первые электронные книги попали на электронный интернет-магазин «Розетка», тогда еще малоизвестный. Угу. У меня было всего 2 клиента. Прототип в Киеве. Да. Сейчас, наверное, уже закрылся, я не знаю. «Розетка». Вот, 2 клиента. И эти 2 клиента фактически за месяц перед Новым годом продают мне партию в 500 штук. Это просто, это Клондайк. Клондайк был тогда. Это просто, я продал их. Тогда что-то купил за 180, продал за 280. Да. Буквально за месяц. Ну, там у меня, словно 70 или 80% партии продалось за месяц. А что, так можно было? Что это вообще работает так, да? У меня были очень много сложностей, в том числе, в частности, сложности там с кредиторами, потому что я вошел в нишу объемную по деньгам сразу, сходу. Да. То есть я не начал там с какой-то аксессуарики, начал сразу с спортивной электроники, которая стоит там, ну, дорого относительно, да. Мне нужны были большие оборотные средства и так далее. Собственно говоря, вот так я начал свой бизнес в Китае. Если ты делал свои категории какие-то другие вообще под своим брендом, расскажи, но насколько там я смотрел, что большого, огромного ассортимента под Aeron ты не делал. То есть ты как бы точно вот там бил в эту нишу электронных книг или нет? Вначале, да, я бил только в нишу электронных книг. У меня было некое такое желание сделать вот там, не знаю, GoPro, да? Угу. То есть у меня было желание, на самом деле, не просто продавать товарку, а у меня было желание сделать бренд. Угу. И я понимал что где-то внутри, что если я фокусируюсь на каком-то... У меня прям цель была, ну, JFK все знают, наверное, да? Да. Вот, тема. Мне прям была цель, прям капец меня это драйвило. Я хотел вот фокусироваться на одном товаре, ну, на одной категории, да, на одном бренде. То есть конкретной категории ты хотел быть? Да, меня драйвила эта тема. Я, конечно, понимаю, что где-то это, может быть, была и ошибка, но это было мое желание, мой путь развития, поэтому окей. Потом у меня появились там, понятно, другие, там, типа обложки электронные, там, камеры, экшн-камеры и все остальное, потом по ходу появилось. Но вначале действительно я бил в одну категорию. Скажи, пожалуйста, вот электронные книги все-таки, то есть это просто дело случая, правильно я понимаю? То есть ты просто встретил классного поставщика, человека на рынке, то есть вот, либо ты конкретно вот хотел именно книги, то есть что это? Я анализировал рынок,
Нет, это не было там с бухты-барахты. Я действительно анализировал рынок ввиду того, что у меня, опять же, были свои интернет-магазины, и я понимал, как что-то там продается. И я хотел что-то новое. Я точно не хотел мобильные телефоны, потому что, ну, это абзац просто. Тягаться с Samsung или там с Apple, это ж неправильно. То есть ты сразу метил на свой бренд? Да, я сразу метил четко в свой бренд, и это была моя потребность. Я даже не пробовал тестовую партию. То есть я четко метил свой бренд, и я хотел именно вот это. Как ты фабрики в Китае выбираешь? То есть вот есть ли какой-то подход, рекомендации? То есть... Есть два основных подхода, как выбирать вообще поставщика. Первый – это от клиента, то есть есть потребность клиента, и я ищу под него товар, да, то есть это элементарно. Я там общаюсь с продуктами, смотрю, что там вообще продается, нам, в данном случае, если говорить там на маркетплейсах, да, и так далее. Есть второй подход, который мне почему-то нравится больше, не супер верный. Я ездил всегда на выставки, и всегда искал, что мне прям вот глаза горят от этого продукта. Что я хочу продвигать. Я когда-то, Зажигает, да? Я когда-то меня зажег в товар, который вообще не пошел. Вот, но я так им горел. Через 2 года выпустил Apple и Samsung такой же товар. Это я тогда, кстати, не было даже такого названия. Я прямо хотел имя нарицательно. Так. Часофон. 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 Да. Окей. Это был телефон. Сейчас это Apple Watch. Часы. Сейчас это Apple Watch, да. Это, собственно говоря, часы, на которых можно было ставить сим-карту. И это был полноценный мобильный телефон. Либо он коннектился также с обычным телефоном. И на тот момент на рынке не было вообще ни Samsung, ни смарт-вотча, ничего не было. Я привожу в Украину это и начинаю прям бомбить в эту точку. И, ну, короче, оно не взлетает. Вот, я там продал что-то штук 300, наверное, может 400 от силы. Оно не взлетает, и через год появляется Samsung Gear, и появляется Apple Watch, и оно взлетает. Момент такой, что раньше времени, да, и вот меня больше интересует, как ты видел, вот откуда у тебя эта идея, то есть вот как ты видел эту тенденцию? Я понимаю, что хочется как-то четкую инструкцию, да. Вот, я проводил на выставке там 5 дней, и я прям всматривался в каждый продукт, я его тестировал, я его клацал, и прям чувствовал, у меня прям стоит. Вот, и у меня прям есть, да, отклик. Есть отклик, я хочу. Вот у меня, в принципе, вот так вот было, да. А потом я с этими образцами, естественно, ехал на фабрику, высматривал, как всегда, через продавцов искал фабрику оригинальную. Ну, уже понимал, как просто понять фабрику, это продавец или нет, там, и так далее, да. Сергей, в какие украинские сети, компании ты вот продаешь там свою продукцию? Везде, наверное, где сейчас есть, то есть это Комфи, Розетка, Фокстрот, там, Брейн, то есть все, наверное, сети, которые сейчас есть, там, Эпицентр, которые электроники именно, да? Да, с электроники, мы все с ними сотрудничаем уже, наверное, лет 10, наверное. Скажи, а тема электронных книг, вот насколько сейчас она актуальна? Сейчас не актуальна. Сейчас вообще не актуальна, я закрыл эту категорию. Ага. Вот, потому что она действительно потеряла свою актуальность. Это нормально. Иногда категории некоторые уходят, новые приходят. И все-таки вот этот момент, что нужно следить за трендами, оно есть. Используешь ли ты агентов в Китае? Да, есть у меня, конечно, такие люди. Они сложились исторически, там свои там проверенные, их там несколько у меня. Но если говорить о выборе там продукта, то я это делаю сам. Вот, если говорить про уже там проверку, договаривание, ну, ладно, расскажу одну историю. Давай. У меня один из моих, ну, как всегда, агентами у меня становились это мои же поставщики. Ну, то есть с кем я хорошо наладил связь, да, они становились моими же агентами в итоге. Прям классика, реально. Да, ну, нормальная тема. Да. Одна из фабрик меня кинула в Китае. Расскажи, как тебя кинули в Китае. Я заказываю 2000 книг. Это, кажется, по-моему, 14 год. 2000 книг. Ну, типа 2 модели по 1000 книг. И одну партию они мне делают, а вторую партию я им оплачиваю полностью. Они говорят, что как бы готово. И мне не высылают. 120 тысяч. 120 тысяч. 120 тысяч долларов. 120 тысяч долларов. Да. Окей. То есть я оплачиваю на фабрику, и фабрика не высылает и не высылает. Не высылает и не высылает. Через какой-то момент я понимаю, что они их уже не вышлют, потому что, оказывается, они их даже не произвели. Я начинаю с ними разговаривать, оказывается, у них там проблемы, типа, и так далее. Короче, денег нет. А у меня на тот момент мой как раз кредитор. Кредитор такой, что, ну, как бы, такой, ну, как бы так тебе сказать, из 90-х, пусть будет так, да. Я понимаю, что, как бы, капец. Он такой говорит, ну что, давай, едь в Китай, разбирайся.
Я еду в Китай, что вы думаете, через своего вот этого другого поставщика. Я выхожу на китайскую мафию. Окей. И в итоге местная китайская мафия едет на фабрику. Они там долго разговаривают, и через полгода 70% мне вернули. Вау. Да. Ну, 70%, 30% забрала мафия. Но, короче, у меня в опыте был такой опыт, ребят, что я вам не посоветую, честно. Я до сих пор в шоке, что я не седой в какие-то моменты. Поэтому бизнес Китаем не всегда очень даже легко. Скажи, есть ли у тебя в планах запустить какие-то новые товары, новые бренды вот на ближайшее время? Слушай, ну давай как есть. Я сейчас вне операционки. Да. Уже последние 3 года я являюсь собственником, но не являюсь ни SEO, ни директором. Вот. То есть у меня автоматизированный бизнес на дашбордах, и я не участвую даже сейчас. Разве что вот в прошлом году я ездил в Китай, ну, поностальгировал по выставкам, посмотрел, что там, повстречался с поставщиками. Но в целом я сейчас в другом, то есть я горю, у меня энергия идет в другое. Мой внутренний такой аспект, что каждый человек должен заниматься то, от чего он кайфует. Да. Я когда-то обучал людей бизнесу с Китаем. Окей. У меня попадается один ученик, который прошел уже курсы по бизнесу с Китаем, говорит, мне рассказали схему, все как надо, то есть я захожу на Alibaba, там Taobao, выбираю там товар, который по цифрам подходит, маржа подходит, Да. я это дело везу пробную партию, Да. продаю, как бы делаю там свой OEM, как бы, и поехали. Он раз завозит там, по-моему, он говорил лаки, он, короче, лаки для ногтей взял. Ага. Вот, лаки для ногтей. Говорит, вроде первая партия как-то пошла, потом завожу больше партию, оно пух-пух-пух стухает и, короче, не идет, сливаю просто партию, не идет. Думаю, ну ладно, может, что-то там прочитался с маркетингом. Завожу следующую, там чуть поменял, там чуть-чуть там рядышком что-то направление. Говорит, бах-бах-бах, такая же история не идет. Я такой, бизнес Китаем не работает. Ну не работает. Я говорю, я слушаю, я говорю, скажи, пожалуйста, а есть ли что-то в жизни, от чего ты кайфуешь? Чем ты увлекаешься? Ну, так с ним разговаривали чисто так философски. Он говорит, слушай, я там кайфую от того, что там хожу в спортзал, вот, и в спортзале там я отдыхаю, мне нравится там покачаться, мне нравится там вот это. Я говорю, а что есть такое вот в спортзале, что вот тебе нравится, чтобы ты бы хотел привнести, чего там нет? Угу. Он говорит, как раз резинки для этого самого. Вот, говорит, что-то, говорит, ну, как бы мне не хватает, я понимаю, что там можно классные упражнения делать, а у нас там, грубо, там железо текаем, все. Говорит, давай пробуем эти резинки. И что в итоге? В итоге, резюме. Люди хотят покупать, у профессионалов, а профессионалом ты можешь стать только тогда, когда ты кайфуешь от своего продукта, когда ты сам его используешь, когда ты реально, тебя прет от него. Когда ты от него кайфуешь, то ты будешь первым, кто его будет развивать, и твоя энергия будет реально двигать этот продукт. И третье, когда ты кайфуешь от продукта, ты будешь первый смотреть на, как его улучшить, как сделать так, чтобы новые там позиции появлялись и с улучшенным форматом. И в итоге у него дело пошло. Мораль всей этой истории, я четко уверен, что каждый предприниматель должен заниматься тем, от чего он кайфует прежде всего, а не только потому, что там есть цифры. Угу. Понятно, что там должны быть цифры, должна быть математика, но если ты кайфуешь от чего-то, от какого-то, допустим, продукта, если говорить про бизнес Китаем, либо как я сейчас кайфую от яхтинга, то здесь по-любому будет результат. Угу. Ну, такая у меня философия. Много раз приводили в пример людей, которые зарабатывают там, девчонки, которые продают, например, там автозапчасти, то есть и много таких примеров мне приводили. И у меня тоже, кстати, есть такие знакомые, которые занимаются такой темой, которая, знаешь, вот совершенно с ними рядом не стоит. Когда начинаешь копаться и разбираться там дальше, глубже копать, то там уже там именно у тех людей, у которых получилось, там у них как бы не совсем продукт, а там как бы что-то намного глубже, что их цепляет именно в этой теме, именно в этом продукте, там, вот, именно в этих процессах. Там некоторые говорят, что я кайфую, балдею от продаж, я очень люблю продавать, мне все равно, что продавать, там, да, и вот где-то вот здесь лежит, и у кого-то еще по-своему. Ну, здесь вот я с тобой, там 100% согласен. У меня тоже, кстати, курсы по бизнесу с Китаем у меня. В первом же уроке я всем рекомендую заниматься товаром только тем, который тебе нравится.
Супер. То есть, потому что это самый легкий, быстрый старт. Если есть возможность выбрать, что тебе нравится, что не нравится, ну, как бы, зачем выбирать то, что не нравится? Зачем? Ну, выбор настолько большой. Вот вообще, ты сейчас смотришь на ситуацию в 2025 году, на ситуацию в бизнесе с Китаем, что вот сейчас происходит, да, и вот тот бизнес с Китаем вот в том 2009, 2010, 2011 годах, какие отличия между тем временем и этим временем вот в теме бизнеса с Китаем для предпринимателей, которые начинают, например, из Украины бизнес с Китаем? Сейчас там все выходят на маркетплейс, стартуют с маркетплейса, да, потому что это легкий старт, там не надо заморачиваться с документами и так далее, да. Это вот, а раньше не было вообще темы безнала. Да, то есть я за доллары покупал, за доллары продавал, ну, как бы, понимаешь, за наличку. Сейчас, если говорить о крупном масштабировании, то точно сложнее, потому что тема безнала, она там, вот эта вот вся штука, она точно сложнее, да. С другой стороны, сейчас очень много потребления всякой мелочной штуки, да, если раньше просто не было такого обилия, наверное, возможностей, всякой там мелкой аксессуарики, условно назовем, да, то сейчас ее много. То есть большой объем потенциального товара, который может заинтересовать потребителя. Да, то есть здесь есть плюсы, еще и минусы. Очень много людей, которые решили заняться товаркой, да, как бы, и это конкуренция, с одной стороны, с другой стороны, это формирует спрос. Тогда не было ни конкуренции, ни спроса. Вот, и приходилось все формировать самому в какой-то части. Те времена, 2010-2012 год, как ты товар возил? Логист был Укркитай, и они что же возили карго, вот, на тот момент. Помню, как мы с ним конкурировали на розетку со столиками. А я не помню. А ну-ка, помнишь? А я знал! Я знал, что это ты. А расскажи, я не знал. Вот ты вышел сначала со столиками на розетку, да? Да, столиками для ноутбука. Да. А я Омакс возил. Я поставлял Омакс в Украину. Да ну не может быть. Прикинь! Да не верю. Ну вот, я с Омаксами захожу, я продаюсь на розетке, тут появляется какой-то уф, хер его знает, какая-то херня, и начинает меня выбивать. Да не может такого быть, реально. Добрый вечер. Это был 2000 какой? Бог его знает какой уже, да. Ну, в общем, вау. Я такой захожу, что это за уф такой? Что за херофендиво? Ну, FT. Ладно. Ладно, нет, на самом деле, прям почтение, потому что, ну, Омакс не был моим брендом. Вот, я просто, типа, а-ля, так, чисто с Китая вез, и я на него не делал акцент, вот, потому что это, условно, не Aeron был, да? Да. Вот, я не делал на него акцент, и я просто посмотрел, как кто-то под UFC взялся и конкретно прямо занял нишу столиков и выбил Омакс. Я прям это четко отслеживал, поэтому респект на тот момент. Спасибо, я тогда очень горел этой темой. Я настолько разбирал нишу, просто вот вдоль и поперек. У меня все было просчитано, прописано. А вопросик у меня заключается вот в чем. А кто поставщик твой был? Омакса. У меня был китаец, который прямо с этой фабрики и поставлял. А ты не помнишь, как его звали? Пи. Если о чем-то говорит. Пи или, ну, как бы по-нашему Паша он себя называл. Подожди, стоп. То есть, ну, он же из Украины. Да, он живет в Украине, но по факту я через него поставлял столики. Паша и Женя. Паша и Женя. Вообще, ну это просто какие-то сумасшедшие пересечения, я не знаю. Ну, просто. Это мой сегодняшний партнер в Китае. Он придумал эти столики, этот бренд, как я разобрал уже в дальнейшем. У этого Паши любимки был эксклюзив на бренд Омакс в Украине. Я продумал, как сделать так, чтобы забрать у него его бренд. То есть, чтобы забрать эксклюзив. У меня это получилось. Я до сих пор с этим человеком, с китайцем, до сих пор сотрудничаю. Это, кстати, тот кейс, когда иногда говорят, что китаец с китайцем быстрее договорится, чем украинец с китайцем. Я выбил у китайца эксклюзив на Украину у китайца, то есть как украинец. Прикольно. И сейчас его многие видели у меня на YouTube-канале. Его зовут Изан, он собственник этого бренда. И он создал эти подставки для ноутбуков на фабрике, которая находится в его городе. А эта фабрика производит айфоны и макбуки. И эти Омакс делаются с того же металла,
Прям с одного этого же теста. Понимаю, да. Вот. И он меня познакомил с генеральным директором этой фабрики на канале интервью с этим генеральным директором, вот, который производит там вот корпуса для всех телефонов, там, ноутбуков, для всего чего угодно. Вот. Вот эта история раскрутилась, да? Надо же, да? Ну, но вот в то время, правда, тогда конкуренции настолько не было. В любую нишу заходишь и Да, так и было. реально Подтверждаю. бабки с любой ниши просто. Вот что я не привезу из Китая, у меня сразу, там, ну, X2, ну, там, X2,5 на чем-то было. Но, опять же, я вожу какие-то дешевенькие товары, я не завожу дорогие. У меня был опыт и один, и другой. И мне нравится масштабировать продажи, через $1 продавать по 5, чем привозить что-то дорогое. Вот, потому что... Это логично, да. Я очень с тобой согласен. Наверное, если бы сам себе я порекомендовал там 15 лет назад, я бы пошел уже сейчас не с дорогого товара, а пошел бы реально с дешевого товара, потому что это проще, гораздо проще и меньше проблем. Была проблема с браком. Мгм. И вот когда, я помню, мне было очень не обидно, когда приходил бракованный товар, и Просто мог выкинуть. он дешевый, я его выбрасывал, да. И мне не было обидно, я просто списывал, там, ну, там, 1%, 2, 3, окей. Как вообще так получилось, что ты начал заниматься яхтингом? Откуда у тебя вообще взялись права на яхту? Как ты вообще впервые покатался на яхте? Откуда взялась эта идея? Расскажи, пожалуйста. И как ты вообще, вот как тебя вот так вот занесло, что типа бизнес, значит, будет работать вот так, Мгм. а я со своим личным временем буду полностью в яхтинге? Как? Для меня, на самом деле, бизнес был болезненная штука, потому что постоянно это операционка, постоянно там увольнение сотрудников, текучка и так далее. Это там 14-15 год. У меня есть такая штука внутри где-то, наверное, у каждого предпринимателя, как бы зарубиться, как бы и сделать. Ну, как бы во что бы то ни стало. Я понял, что я хочу систематизировать бизнес. Ну, во что бы то ни стало. Я много учился. Я там учился у всех, кого только можно было. И вот в каком-то там 15-м году я учился у Курила Куницкого. И он тогда сделал первый свой яхтинг. Кирилл Куницкий. И просто сказал, типа, Серега, хочешь поехать? Я говорю, что, куда, зачем, непонятно. Я не понимал, более того, у меня не было даже идеи вообще занятия яхтингом. Я не понимал, что это. Я просто почувствовал отклик, что почему-то я туда хочу. И вот мы впрыгнули в машины прямо с Киева в Хорватию на машинах. Приезжаем, стоит эта яхта. И так случилось, что на моей яхте я не знал никого, кто был на тот момент на яхте. И за 7 дней путешествия мы с незнакомыми для меня людьми настолько сблизились, настолько у нас появилось много общего, да, что я с твоими друзьями, с которыми там по 10 лет не всегда так себя чувствовал. Заранее забегу, что мы в итоге через какое-то время стали вместе жить там в парковом месте в Киеве. Мы делали общие проекты, мы до сих пор с ними дружим, хотя ребята раскинуты по всему миру и так далее. То есть первый момент, который я увидел, яхтинг реально сближает людей, потому что здесь позволяется возможность разговаривать без масок. Но это вообще не имеет значения, чем ты занимаешься в социальной жизни. Вообще не имеет значения. Важно, какой ты человек. Это первый момент, я такой подофигел, говорю, ого, что такое бывает. И второе, когда мне дали вот этот штурвал от Кэп, тогда мы там поставили паруса и бакштагом шли, тогда я не знал, что это называется бакштаг, ну неважно. Я держу, и у меня просто глаза такие здоровые, я рулю этой махиной, она еще меня слушает, смотри, до сих пор мурашки по коже идут. Вот. Я кайфанул от вот этого вот взаимодействия с ветром, со стихией, с лодкой. Моя первая яхта была яхтой. И я понял, что я хочу пойти учиться. Я пошел учиться, сдал на права, получил шкиперские. Кстати, шкиперские права я сдал с 3-й практики. Не с 1-й, и даже не со 2-й. Окей. Но на самом деле я так сдал по той причине, что у меня на борту было 8 студентов, и мы просто банально ни хрена не успевали. Вот не успевали мы делать, отрабатывать все, это было какое-то, вообще ничего не понимал. Ну и потом там, что-то там поехал там еще на один яхтинг. И я когда уже стал ездить на яхте, потому что я понял, что мне нравится, я отловил еще один эффект. Когда я приезжаю на яхтинг, я настолько тотально перезагружаюсь, настолько тотально я обнуляюсь, я выхожу со своей операционкой, я приезжаю, у меня куча энергии.
у меня куча идей. Я откровенно стал использовать яхтинг для того, чтобы решать задачи в бизнесе. Ну, то есть для того, чтобы перезагружаться. Это получился в моей жизни наилучший вариант моей внутренней набора энергии и мотивации. А потом в какой-то момент я настолько задолбался в операционке, ну, как бы я частично там уже делегировал и так далее, у меня команда, все-все, но я понял, что в какой-то момент, а почему я не живу так? Мне это нравится, а здесь я работаю, вот именно от слова «работаю», да, а здесь мне нравится. Я понял, что я хочу так жить. Я хочу жить, путешествуя, кайфуя от природы, от взаимодействия с людьми, и это мне по кайфу. И у меня пошла вот цель, чтобы я во что бы то ни стало вышел с операционки. И так произошло. Мне помог ковид. В действительности, я до этого уже ходил много на яхтинг, вот как я рассказывал. Мне помог ковид тем, что я пришел, говорю своим сотрудникам, говорю, ребят, я не могу больше платить зарплаты, потому что я не знаю, там, получим мы денег или нет. Все, что я могу сделать, это у нас есть результат, я делюсь результатом. Ну, естественно, на тот момент я проделал кучу работы, у меня все было оцифровано, у меня уже были дашборды. Я на самом деле к этому готовился, я хотел это внедрить, но у меня не было возможности как-то прийти и сказать сотруднику, типа, я тебе больше не буду платить зарплату. Он скажет, ну, до свидания. И, по сути, мы перешли с формата зарплат на формат оплаты по результату деятельности каждого сотрудника. И это помогло сделать так, чтобы сами цифры стали контролировать команду. Это развязало мне руки, и я стал много путешествовать и заниматься яхтингом. Если говорить, вот как я это сделал. А как ты пришел к тому, что ты начал обучать других людей? Вот как это получилось? И еще подскажи, пожалуйста, вот мы сейчас сидим на яхте. Сколько здесь людей помещаются? Вот если, например, ехать в яхтинг. Сколько это стоит обычному человеку? Просто кто-то думает, что, может, это стоит каких-то миллионов. То есть сколько реально стоит поехать на неделю в яхтинг, вот на такой вот яхте? На каждый яхтинг, в который я ходил, я вначале делал так. То есть я открываю Facebook, смотрю, с кем я хочу пойти на яхтинг, говорю там, Сашка, пишу тебе, и там через 2 месяца иду туда-то, на яхтинг, пошли со мной. И брал так друзей, которые неопытные, но я вам так скажу заранее, что яхтинг это всегда про команду, и нужно взаимодействие. И я, по сути, на каждом своем яхтинге обучал людей. Многие вещи, как я это делаю, я привнес из бизнеса, потому что я всегда взращивал сотрудников, пробовал брать типа экспертов, но в итоге я их увольнял за дорогие деньги. А там, условно, мой SEO в компании сейчас это кладовщик, который работает со мной около 10 лет. Вот. Я всегда людей взращивал. У меня есть навык, получается, как я понял потом, это доносить людям какие-то обычные вещи. В итоге на каждом яхтинге я людей, которые вообще не были ни разу, я их обучал, и где-то на 5-6 день они почти самостоятельно управляли лодкой. Ну, так случалось. И только через какое-то время я подумал, если я все равно людей обучаю, а почему бы еще и не выдавать лицензию? Вот, собственно говоря, так я стал инструктором по яхтингу. Это про то, как обучать. Если говорить про сам яхтинг, я тоже когда-то думал о том, что это супер дорого. На самом деле обычный яхтинг там в среднем, наверное, самый там такой дешевый, бюджетный, плюс-минус там $1000, €1000, там средний где-то 1500, и там какой-нибудь Таиланд, Мексика и так далее, допустим, там 2000 евро. А дешевые это где? Ну, это вот Греция, допустим. Греция, да. Вот сейчас вот яхтинг. А чем мы на дешевом яхтинге сейчас? Потому что на самом деле в Греции лучше всего обучаться. Вот. Здесь вся инфраструктура предрасположена, что здесь нету сложностей, которые можно встретить в других странах. Да? Вот, собственно говоря, в среднем стоимость вот такая, где-то от 1000 до 2000 евро, в зависимости там от страны, наверное, от сезона, потому что, допустим, там лето это более дорогой сезон, там осень, весна это более дешевый сезон. И у тебя своя каюта или как вот люди живут? На каждой яхте, либо там катамаране, они действительно там каюты, и каюты по 2 человека. То есть в каждой каюте, она рассчитана по 2 человека, но можно, естественно, там быть и саму в каюте, это не проблема. Ну, в плане того, что ты просто берешь там 2 места. Если говорить про обычный яхтинг, я имею в виду. Как происходит обычный яхтинг, если не говорить про обучение? Давай, да. Да, как происходит?
важно понимать, что все-таки, как бы там ни было, яхтинг это не про пятизвездочный отель, это точно, да. То есть все-таки я его называю поход с лакшери-палаткой. То есть палатка, которая путешествует вместе с нами. Вот я ее так и называю. Вот. Но с помощью этой палатки мы можем посещать места, которые невозможно посетить с земли. И это прям нужно прожить, прочувствовать. Любая страна с воды, она кардинально отличается, чем если ее исследовать с суши. Вот кардинально. Там, для примера могу сказать, вот я, короче, не люблю Турцию. Ну, что-то мне не заходит с точки зрения там, путешествия по Турции. Но когда я путешествую по Турции с воды, это совершенно другая страна. Просто кардинально другая страна. И это сложно объяснить, это нужно прожить. Возможность исследования страны, территории, раскрытия своего внутреннего исследователя через воду, она совершенно по-другому раскрывается. Это стоит попробовать. Да? Стандартная яхта, она рассчитана там от 6 до 12 человек. То есть вот 6-12 человек, в зависимости от конструкции лодки, от ее там объемов и так далее, может поместиться на лодку вполне окей. То есть получается 6-12 человек скинулись примерно по 1000, по 2000. Да. И там за 12... Там... Неделю путешествуют, и прям уникально. Как выглядит обычная неделя Сергея Тарасова сегодня? Можно рынок забрать от человека, но нельзя там, человека забрать из рынка, да, что-то такое, да? Вот про трудоголизм, это про Сергея Тарасова. Я все время говорю, что надо выйти с операционки, я этому обучал. Как выйти с операционки. Но в итоге я постоянно нахожу себе, куда вляпаться, чтобы нагрузиться чем-то, какой-то работой. Вот, поэтому я беспробудный трудоголик. Все равно много работаю, хотя кажется, что я много путешествую. Все равно я постоянно какими-то делами занимаюсь. Но глобально я, наверное, полгода в году минимум, а то уже, наверное, и больше, я путешествую. Я путешествую по всему миру, я организовываю яхтинг, я делаю то, от чего кайфую. Кайфую я здесь от двух вещей, на самом деле. Первое, я раскрываю своего внутреннего исследователя. Для меня яхтинг – это возможность исследовать мир нестандартный. Магеллан, 1519 год. Ну, может быть, да. Там, к примеру, 2 месяца назад я исследовал Антарктиду. Вот неделю назад Ты через Дрейка прошел. Я прошел через Дрейка в феврале месяце, вот буквально вот, да. Стрёмно было? Мне было интересно. А всем остальным было стрёмно. Месяц назад я вернулся с французской Полинезии. Это просто точка в Тихом океане, просто in the middle of nowhere. И я люблю такие места. Я люблю реально исследовать. Я кайфую от нашей планеты. И исследовать как раз места, где есть много такой дикой природы, где есть аутентичность, где есть что-то, где мало туристов. Вот, это вот одна часть. А вторая часть... Я кайфую от команды. Ну, то есть для меня вот это взаимодействие в открытости, в честности, в любви между людьми, оно мне настолько важно, и мне важно делиться, что это возможно вообще. Потому что в обычной социальной жизни мы очень редко можем взаимодействовать с друг другом без масок. Ну, каждый надевает свою маску. Кто-то руководителя, кто-то там мужа, жены, кто-то там отца. Ну, неважно. Каждый в своей какой-то маске, которые привыкли. Морская болезнь. Да. Ты вот возишь много людей. Да. Из 10 человек сколько людей болеют ей? 90% людей. Дело в том, что для меня очень важна команда, и я с каждым человеком провожу собеседование. 90% людей, которые ни разу не ходили со мной на яхтинг, говорят о том, что а если меня укачает? А что будет? Вот. И реальность такова, что за все 8 лет яхтинга со мной ни один человек не сказал мне, что я никогда больше не пойду на яхтинг, потому что меня укачивает. Ни один. То есть морская болезнь – это в действительности в голове иллюзия некая, вот, которую люди боятся. Она почему-то навязана. Это как и, не знаю, боязнь акул. Хотя я вот сейчас в французской Полинезии плавал с акулами. Нормально. То есть это просто страх и так далее. Да? Понятное дело, что вестибулярный аппарат есть у всех. Но он как мышца, да, он накачивается. Стандартному человеку нужно от 6 до 24 часов для того, чтобы вестибулярный аппарат прикачался. И вопрос заключается только в том, как сделать так, чтобы вот этот период, он был безболезненным. И все. И это легко решается. Во-первых, я четко на каждом яхтинге рассказываю, что нужно делать, что не нужно делать, чтобы человека не укачивало. Второе, если даже появляются симптомы, я даю технику дыхания, как убрать симптомы.
Ну, а если ничего не, там, человек по-любому боится, выпивается таблетка адреналина от укачивания, и человек, в принципе, не укачивается. На этом все заканчивается. Все, это не является абсолютно никаким страхом. Слушай, что получают люди, которые едут с тобой на яхтинг, кроме яхтинга? Ну, давай я скажу то, что мне люди говорят, на самом деле, да. Вот первое, что я слышу, это тотальную перезагрузку. Вот, потому что это работает со мной. Когда-то в свое время я сам это использовал как предприниматель. И то же самое мне говорят люди, что они тотально перезагружаются, и получается приехать энергичными, обновленными и заниматься своими делами. Ты выдаешь сейчас права шкипера международного. То есть я могу, получается, ходить с ними по всему миру. Да. Скажи, сколько это стоит? Я действительно являюсь инструктором IBSSA. Я получил инструкторскую лицензию. И сейчас я имею право обучать по инструкторской лицензии учеников и выдавать лицензию. Слово «выдавать» это означает, что я апрувлю для международной ассоциации. После чего я подаю списки в международную ассоциацию, где они потом выдают пластик. Да? Что из моментов? Я скажу, что для меня это на самом деле довольно ответственно, потому что на лицензии моего студента пишется мое имя. И если, допустим, там студент утопит лодку или что-то в этом роде, да, и пойдет вопрос через insurance company, то ко мне могут прийти и спросить, кого я вообще обучил и что я вообще выдал. Такое тоже может быть, да. Вот, поэтому в действительности для меня это лично ответственно, и в то же время я понимаю, что все-таки яхтинг это не машина, это не шутки, все-таки связано с дополнительными рисками, мне важно там, как люди себя, чтобы было все безопасно, да? Как это происходит? Происходит это состоит из двух частей. Обучение. Сначала теория, которая происходит в онлайне. В формате коучинга я провожу обучение, это 8 занятий. И после этого практика. Практика – это неделя на лодке, где я беру на борт не больше, чем 4 студента, для того, чтобы студенты могли полностью, как не я там, у меня было 8 студентов на борту, да, в свое время, и от недели практики. Кому-то нужно чуть больше, но в целом это неделя практики, и можно получить права. Вот, это если говорить, получить саму корочку, да? Да. Но здесь очень важно еще сам опыт, поэтому... Даже я, будучи, когда там получил права, я ходил с опытными капитанами и просто набирался опыта в свое время. Вот та часть, которая важна. Сколько это стоит? На сегодняшний год 1950 евро стоит практика и 350 евро теория. На человека. То есть получается... На человека. Да, получается сколько там? 2300. И можно получить права на управление лодкой. Если, но опять же, сейчас уже, у меня сейчас идет поток студентов, там на английском и на русском языках, и я не беру больше студентов, которых нет опыта яхтинга. Вот. Почему? Потому что я прям вижу, каким сложнее. Последний поток я уже беру только тех, которые были хотя бы хоть раз на яхтинге, потому что на наших яхтингах у нас не просто там пассажиры, да, у нас нет пассажиров, у нас все команда. То есть, попадая на наш яхтинг, ты автоматически получаешь азы управления лодкой, без вариантов. Поэтому очень важно предварительно попасть на любой яхтинг, потому что ко мне иногда звонят, допустим, или там разговаривают там с людьми, я хочу права, а зачем ты хочешь? Ну вот хочу. А человек не понимает, что такое вообще яхтинг, да, может быть, он ему не зайдет, ну мало ли, да? Ну, да. А вдруг, зачем он будет инвестировать свое время и деньги в то, что он потенциально даже не знает, что это? Поэтому я всегда предлагаю, если ты хочешь получить права, это нормально, вот, я очень приветствую. Но имеет смысл вначале целесообразнее пойти, допустим, на обычный яхтинг, получить опыт яхтинга, понять вообще, как это жизнь на воде, как это жить на лодке, получить азы, как это все работает, как работает инерция, как работают паруса, как работает ветер, и потом идти обучаться. Так гораздо эффективнее. Ну, то есть с тобой можно, получается, поехать на ретрит? Да, на яхте. Можно поехать со мной и с моей командой на обычный яхтинг. В последнее время я хожу всегда флотилиями, потому что у меня уже много учеников, которые точно так же ходят. Вот прямо сейчас у нас там 3 лодки. И на соседних лодках мои ученики, которые также берут лодки, уже и ходят вместе со мной в флотилиях. Да? То есть можно попасть на наш яхтинг в любую точку мира, походить, попробовать прожить этот опыт и после этого идти на обучение. Да. Люди, которые не понимают яхтинг, да, вот... и которые первый раз приходят.
они вообще как бы готовы включаться в работу? То есть, потому что яхтинг, например, для тех, кто не знает, не понимает, то есть в яхтинге для того, чтобы запарковать яхту, как минимум нужно несколько человек. То есть в идеале это человек там, вот вообще для новичков на корме стоит с левой стороны, с правой стороны, человек, который стоит, полностью управляет всем процессом, человек, который стоит на якоре спереди, то есть и, как бы, каждый вот отвечает за свой процесс, и это команда. Вот важно взаимодействовать друг с другом. Насколько все хотят включаться в этот процесс, и есть ли те, которые говорят, типа, да не, я не хочу. Ты знаешь, наверное, такие люди есть. Но дело в том, что я уже проговорил, что для меня очень важна команда. И я реально с каждым проговариваю, провожу некое собеседование перед тем, как мы идем на яхтинг. И я реально проговариваю наши ценности. И одна из наших ценностей, что мы команда, что мы все вместе участвуем во всех процессах. Как в быте, так и в управлении лодкой. Когда ты организовывал яхтинги, где там были повара, хостесы, и помощники шкиперов, ну, короче, все это было. Да. Результат: люди с таких яхтингов уезжают менее счастливыми, чем те люди, которые проживают на 100% через действие в моменте все то, что происходит на лодке. Я прям это четко отслеживаю. А для меня очень важно, чтобы люди на выходе были более счастливыми. Для меня это возможность отдавать. Я делаю все для того, чтобы люди были включены, и в итоге они выезжали счастливыми с яхтинга. Были ли у тебя какие-то критические ситуации с людьми на яхте? Были ли у тебя какие-то забавные ситуации? Может, расскажи. Яхтинг — это целая жизнь. Там за неделю люди иногда проживают столько переживаний и эмоций, которые там за год не проживают. Ну, это реально. Вот, поэтому все бывает. Были ли сложные критические ситуации с людьми, да, именно? Да, да. Да, они, конечно же, были. Они были поначалу, когда я там не контролировал процесс там алкоголя. И у меня были люди, которые там откровенно бухали, и это плачевно заканчивалось для команды и так далее, и поэтому я это убрал. Сейчас у нас мы в целом за здоровый образ жизни, то есть можно выпить там вина, там может быть пиво немного вечером, но не больше. То есть я абсолютно четко доношу каждому человеку, что мы не устраиваем алкояхтинги. Это не про меня, я сам не пьющий человек, я понимаю, что я за то, чтобы вокруг меня были здоровые люди. Вот, как психологические, так и физические. Поэтому я четко проговариваю тут ценности. Люди, когда идут, они уже это понимают. И для тех, а для некоторых людей яхтинг реально ассоциируется с таким, побухать. Ну да. Побухать. И это нормально. Для кого-то отдохнуть — это набухаться. Просто это не ко мне. Ну, ради бога, это что же нормально. Просто к другому. Расскажу про одну из своих учениц. Она капитан на соседней лодке, вот прям лодка стоит. Сколько ей лет? 2 года назад этот человек звонит мне и говорит: Сергей, я хочу с вами на Азоры. А я понимаю, что Азоры — это океан. Я обычно стараюсь людей, которые не были на яхтинге, не брать в океан первый раз, потому что океан, он кардинально отличается от моря. Он не прощает. Тут если море там, вы там, что там, гик улетел, for the wind, ёпта, как плохо, ничего страшного. Вот. То океан таких штук не прощает. Вот, там уже нужно понимать, что ты делаешь, как ты делаешь, и есть особенности некоторые, да. И я думаю, надо ее отговорить. И я начинаю рассказывать, как это сложно, как там морская болезнь может быть, и все остальное. В общем, я ее откровенно отговариваю. Она говорит, она так слушает, так спокойно, так молчит. Сергей, мне надо. Я дальше ее отговариваю. И она еще говорит, я спрашиваю, сколько ей лет, она говорит мне там 50 с гаком. Я такой думаю, ёпта. Женщина, которая за 50, которая ни разу не была на яхтинге, хочет со мной в океан. Молчит такая, слышу, напрягается по телефону, потому что я ее реально как бы пугаю. Вот. Она говорит, Сергей, не надо. В общем, я ее беру. Я ее беру с собой. И как оказывается, после этого яхтинга, уже во время этого яхтинга, я узнаю информацию, что Ларе поставили диагноз, что ей осталось недолго жить. Вот. И это была ее мечта. Это была ее мечта пойти на яхтинг в океан. Прям мечта у человека, да, которую она хотела осуществить в своей жизни. И удивительнейшим образом, она, по-моему, сходила со мной еще потом на один яхтинг. И потом пошла учиться на капитана, и я узнаю, что ее проблема решилась. Она не решилась на самом деле на 100%, но она дальше живет уже 2-й год.
второй год, и она энергичная сейчас. Я ее видел, ну, как бы не такую, как я ее сейчас вижу. Сколько она яхтингов уже прошла после того? У нее вот это, по-моему, 10-й яхтинг за 2 года. Офигеть. За 2 года это 10-й яхтинг. И человек реально живет здесь, у нее ничего не болит, у нее нет никаких симптомов, когда она на яхтинге. И она говорит открыто, что это для меня возможность исцеляться. Помимо там кучи разных отзывов, которые я получаю от людей, потому что у нас есть вечерний такой ритуал, где мы шеримся, где люди прям делятся, как у них там физическое здоровье улучшается, как у них, как это они успокаиваются, как они отпускают что-то ненужное в их жизни, уходит само собой, как они приходят к себе, как они контактируют вот с природой, и это для них дает массу энергии, и вообще жизнь как таковую они проживают на 100% здесь. Я реально кайфую от этого, и для меня это возможность вот быть вкладом. С кем реально вот из существующих живых исторических личностей ты бы хотел пройти яхтинг? Чтобы вот с тобой проехали. Чтобы со мной проехали? Да. Существующих, которые живут? Исторических вот каких-то таких вот. С кем бы тебе хотелось, чтобы с тобой поехали? Ты знаешь, я скажу тебе так. У меня нет кумиров сейчас. Каждый человек, он уникален, и мне интересно взаимодействовать с его душой, с душой человека. Для меня важно просто, чтобы мы подходили по ценностям, вот с людьми, да, вот. И когда мы подходим, получается некая синергия, от которой я лично, от вот этого открытости, получаю массу удовольствия. Для меня это в кайф. И здесь не имеет значения, наверное, какие у человека заслуги, сколько у него пароходов или нет пароходов, и чего он достиг в жизни. Для меня, наверное, важно, чтобы мы могли найти общий язык вот такими, какие мы есть. Какие твои ценности? Вот мог бы ты их озвучить? Да, легко. Да, чтобы можно было легко синхронизироваться с тобой через экран. Да, спасибо большое за этот вопрос. Глобально я за здоровый образ жизни. То есть я понимаю, что я живу в физическом теле, моя душа живет в физическом теле, и это мой скафандр, который я хочу держать, поддерживать. И если для человека есть ценность своего здоровья в целом, да, физиологического, и в том числе психологического, да, вот, то мы здесь совпадаем, потому что для меня это является ценностью. Это такой базовый для меня уровень, да. Второй для меня уровень важный, это когда человек интересуется не только как заработать денег, какие-то такие базисные настройки, да, а когда ему интересно что-то большее в этой жизни, да, когда ему интересно исследовать, когда ему интересно познавать, когда ему интересно исследовать как внешний мир, да, потому что, еще раз, во мне живет откровенно внутренний исследователь, который просто неимоверно кайфует от того, что я делаю, и я его реализую. Да, и мне интересно, чтобы такие были люди. И более того, мне важно, чтобы, потому что я исследую и внутренний мир в том числе, да, для меня важно, чтобы для человека было интересно что-то, условно, с духовностью, назовем так, но я слово это на самом деле не люблю, но это будет понятно, наверное, людям, да. То есть я по утрам делаю практики, я делаю медитации, делаю дыхательные практики, делаем йогу, и получается, для меня важно, чтобы человеку было интересно контактировать со своей душой. Это такая вот моя ценность. Вот эта часть, что мы все команда, да, что мы все взаимодействуем. Когда человек готов не просто приехать в 5-звездочный отель, лежать, загорать и ничего не делать, пить просекко, вот этот яхтинг, который иногда некоторые там думают, да, что яхтинг это мне будут носить просекко, я буду загорать, вот, и вот так, да, вот это точно не про это, да. То есть я про жизнь, которая включена на 100% в каждый момент, да. Когда у меня 8 человек на лодке, все 8 человек включены во все задачи. Всегда. Почему? Потому что, когда человек действует, то есть я за то, чтобы мы все вместе взаимодействовали. Да? Для меня вот это важно. Ну и последнее, я открыто скажу, я не приверженец никакого эгрегора в целом, да, там, неважно, там, что человек думает по поводу, там, не знаю, там, ковида, по поводу политики, по поводу, там, не знаю, там, вероисповедания и так далее. Вот это все не про яхтинг. В яхтинге мы все просто люди, да, которые взаимодействуют из нашей человечности. То есть я не привношу никакие социальные вот, обуславленности на яхтинг. Я даже в какой-то момент специально делаю так, чтобы люди вообще не рассказывали про себя, чем они там занимаются в жизни, потому что это не имеет никакого значения на яхтинге. Мне более важно, какой человек.
Что бы ты сказал себе 10 лет назад? Слушай, я бы себе только дал, наверное, слова поддержки и сказал бы, что, Сергей, тебе нужно пройти все эти уроки, да, для того, чтобы прийти к своей счастливой жизни. Где ты видишь себя через 5-10 лет? На палубе, либо в офисе? Не, ты что, ни в коем случае. Я вижу себя в том, что я делаю сейчас. Вот, то есть я человек, мужчина, который исследует жизнь, исследует мир, который дает что-то людям, которым есть чем делиться. И я тебе скажу, что я, наверное, через 5 лет вижу себя, что я занимаюсь плюс-минус тем же, чем я сейчас занимаюсь. 2 вопроса от чата GPT. Давай. Да. У нас третий человек. Да, третья личность. Значит, первый вопрос от чата GPT. Давай. Если бы у тебя была возможность обучить яхтингу Илона Маска или Далай-ламу, кого бы выбрал именно ты и почему? Далай-ламу. Почему? Потому что для меня яхтинг это не только про управление лодкой. Для меня это про некий процесс глубинного исследования себя и контакта с природой. Это для меня даже важнее, чем сейчас, чем управление лодкой. Второй вопрос от чата GPT. Да. Представь, что ты можешь провести 1 неделю на яхте с самим собой, 18-летним. Ага. Что бы ты ему рассказал? Ну, 18-летнему точно интересно было бы мне, как это все работает. Вот, то есть я его реально бы спокойно обучил бы управлять лодкой. Вот. И я бы дал, наверное, вот как раз то, что я сейчас получаю, да, получаю через взаимодействие со стихией, да, вот этот контакт. Потому что когда человек получает вот эту вот связь, он отпускает все вот это вот ненужное, то, что мишура в жизни. И он понимает, что он часть великого мира, ему становится спокойнее, ему становится расслабленнее, ему становится больше в любви, в принятии сам с собой. Я бы, наверное, вот дал бы вот эту возможность проживать контакт через стихию, контакт с природой, с самим собой. Есть ли что-то, вот, что ты мог бы дать тем людям, которые будут писать тебе в комментариях, то есть что-то от себя, там, я не знаю, что угодно, чтобы ты выбрал там лучший комментарий, который тебе понравится. Комментарий выбираешь ты. Я готов этому человеку дать 50% скидку на любой свой яхтинг. Вау, круто. Это нормальная цифра. У нас вот оператор уже пишет комментарии уже. Спасибо большое. На самом деле, мне было очень интересно, классно. И очень круто мы провели эту неделю на яхтинге. Мне понравилось. Ну вот, это было очень заряжающе. Я оторвался от внешнего мира тем, что бросал якорь, разобрался во всех нюансах на яхте и принимал активное участие в управлении лодкой. Это было мега круто. Спасибо большое. Благодарю тебя. Да, удачи.